Самая большая задача, которая отделяла меня от переезда в дом, это кухня. Расскажу, как получилась такая красота, сколько все это стоит и как сделать лучше, чем сделал я. Так как у меня, как у большинства самостройщиков, нет полноценного проекта дома, то я напарился с размерами, и мне не подходил вариант купить готовую кухню. Вернее, купить-то можно было, но выглядела бы она несуразно. Есть еще вариант купить просто модули, их даже можно заказать на Озоне. Модуль стоит примерно 5000, у меня влазит 8 стандартных модулей по 60 сантиметров. Плюс столешка и кухня вышла бы всего за 50 тысяч, но так мы получаем посредственный внешний вид и посредственное качество. Кого нужда совсем прижала, можно поискать что-то подобное на Авито бесплатно за самовывоз. Лично видел такие объявления, где люди отдают старые кухни бесплатно, только сам приедь, сам разбери и спустись с 9 этажа без лифта. Задача сложная, но решаемая. У меня вот, например, стоит холодильник бесплатно за самовывоз с 5 этажа. Хоть мои финансы оставляют желать лучшего, но я на личном опыте уже убедился в правиле, что нет ничего более постоянного, чем временное, поэтому при строительстве дома по возможности стараюсь делать все сразу нормальное. И моя философия строительства — это поиск той самой золотой середины и идеального соотношения цены и качества. Так я решил делать кухню на заказ. Кто ищет, тот найдет, и вселенная свела меня с Владимиром, который занимается производством кухни под Питером. По совместительству он еще и подписчик канала, так что все мы тут не чужие люди. Первым делом я скинул Владимиру примерные размеры и референсы того, что я хочу увидеть в реальности по дизайну и расположению. За эталон по дизайну я взял вот эту кухню, это не рандомная фотка из интернета, а реальная квартира, которую я лично арендовал, когда был в Варшаве. А по расположению модуля ориентировался на кухню, которую увидел в группе ВКонтакте от Владимира. Буквально в этот же день получил несколько вариантов 3D модели своей будущей кухни и, утвердив с женой, остановились на вот таком варианте. Следующая задача — это замеры. Владимир оперативно приехал все замерить самостоятельно, так как разные рулетки могут показывать разные результаты, и кухня потом может не подойти. Еще очень важный нюанс, что замеры нужно проводить в уже полностью готовом помещении, в котором потом не будет ничего доштукатуриваться, не будет укладываться пол, добавляться потолок, то есть наша задача зафиксировать точный и окончательный геометрический размеры помещения. После замеров из образцов материалов выбрал подходящие цвета. Образцы тоже лучше смотреть на объекте, так как у меня была задача максимально близко подобрать цвет столешницы к цвету плитки на полу. Цвет кухни планировался белый, но это не так просто, как кажется, потому что и это белый, и вот это белый, а цвет отличается. Поэтому и фасады у меня не просто белый, а белый номер 734. Петли выбрал фирмы Blum, это одни из лучших петель, а на ящиках решил чутка сэкономить и выбрал выдвижные ящики с картовым монтажа с доводчиками от фирмы Боярд. Паспорту! Сколько у нас ключей? Основной материал кухни — это обычный ЛДСП. Материал фасадов — это АГТ панели или ЛХДФ. Да, есть шпон, есть эмаль, но это дорого. Из дешевого есть еще фасады с ПВХ пленкой, но она отслаивается даже просто от солнечного света, поэтому по соотношению цена-качество выбрал АГТ панели. Привезли все через 3 недели с копейками, считается быстро, так как средний срок изготовления кухни — это месяц. И сборку кухни я решил доверить профессионалу. Уже вижу эти комментарии, что вот, чё не мог сам сделать своими руками. У меня всегда возникает встречный вопрос: а что, ты не мог сам себе одежду сшить? Пошел бы ткань купил, сам бы все раскроил, сам бы одежду сшил. А еще лучше пошел бы хлопок собрал, сам нить сплел, сам ткань сделал. Экономия, ёпта. Не всегда все делать своими руками рационально, и я убежден, что если бы каждый из нас абсолютно в жизни делал бы все своими руками, это привело бы человечество просто в никуда. Поэтому часть задачи я выполняю сам, а часть работ делегирую. О причинах, почему я решил делегировать сборку кухни, расскажу чуть дальше, а пока приступим к работе. Начали с распаковки деталей и раскладки по модулям, чтобы не запутаться, какие запчасти откуда. Все элементы засверлены на производстве, и у вас просто обычными мебельными стяжками или саморезами запчасти собираются друг с другом. Это самая простая часть, где главное не запутаться в элементах. All the way from north to south, it's been a long time coming. Take it to the streets, hit control, delete. Take it to the streets, hit control, delete.
Все модули были собраны за один день примерно с 9 утра до 7 вечера, и дальше начинается самое интересное. Так как штукатуры не сделали мне на кухне углы 90 градусов, то столешница специально пришла чуть длиннее, чтобы от нее можно было отпилить необходимый кусок и пустить ее четко вдоль стены. Пилить можно было без приклеенной малярной ленты, так как есть пилки зубом вниз, и с такой пилкой вместе распила на лицевой стороне материал не задирается. Когда столешница заняла положенное место, поставили пенал, так называется эта часть от пола до потолка, получилось аккурат за подлицо с оконным откосом, как и планировалось. В задней стенке модуля под варочной панелью просверлили отверстия, чтобы можно было подключить эту самую варочную панель, и начиная от пенала выставляли модули по высоте и стыковали друг с другом. На следующее утро передо мной стояла задача решить вопрос с вентиляцией и канализацией. Примеряю канализацию так, чтобы не надо было пилить тут все стенки, а только одно отверстие сделать, и чтобы оно аккуратненько вышло. Сделал розетку для будущей посудомойки, и вот подсказали мне опять же уже потом, что вообще они делаются прямо у пола специально, чтобы розетка попала потом вот в это пространство. Пока в моей голове шел мыслительный процесс, закрепили на верхних полках специальные держатели. Полки закрыли ДВП и отпилили в размер направляющую, на которую все будет навешиваться. Стены моего дома из газоблока D300, который не держит обычный крепеж, а вес будущей конструкции внушительный. Поэтому на всякий случай взял ситуацию в свои руки и сделал точки крепления специальными дюбелями для газоблока. Каждая такая точка в теории выдерживает до 100 кг и на срез, и на вырыв, так что шкафы должны висеть надежно. Еще надо очень внимательно сверлить стены, чтобы не попасть в проводку, иначе тоже будет весело. В эти дюбеля вкручивали всю ту же мебельную стяжку 7х70, закрепили направляйку и можно навешивать шкафы. Благодаря специальным креплениям положение шкафов легко регулируется в нескольких плоскостях. В качестве фартука заказывалась панель в цвет столешницы. Это и дешево, и очень просто устанавливается. Столешница, к слову, тоже почти самая дешевая. Одни из лучших — это столешница из искусственного камня, но это сразу плюс 70 тысяч к стоимости кухни. По хорошей столешнице есть интересное решение. Подписчик канала прислал фотку своей кухни, где сделана столешница и фартук из крупноформатного керамогранита. И смотрится хорошо, и стоит недорого и качественно на высоте. Главное использовать влагостойкую основу и эпоксидную затирку. Можно выложить столешку из мелкой плитки. У меня от пола осталось мало керамогранита, его бы не хватило, и въехать в дом я хотел побыстрее, поэтому решил купить готовую столешку. Настало время вытяжки на кухню. Приобрел встраиваемую вытяжку, не слайдер, а именно полностью встраиваемую вытяжку в угоду красоте. Получился прикол, что технику я заранее не покупал и отправлял кухонщикам просто ссылку из интернет-магазина на вытяжку. И вот реальные размеры не совпали с описанием на сайте. И лучше, конечно, покупать всю технику заранее и мерить ее руками физически. Потому что вот размеры от указанных на сайте отличаются на 2 мм, и вытяжка не встает в заранее подготовленное отверстие. Но нерешаемых задач нету, сейчас все по месту отпилим. В подготовленную нишу вытяжка прикручивается просто саморезами, сверху надели переходник со 120 на 100 диаметр, так как воздуховоды у меня 100-е. Изначально я сделал отверстие под воздуховод в потолке на неправильном расстоянии. Его нужно располагать как можно ближе к стене, так как за верхними полками специально предусматривается пространство в 11 см для прокладки воздуховода, чтобы не надо было сверлить все полки насквозь. К тому же воздуховод видно, если расположить его дальше от стены, и это сильно портит внешний вид. Поэтому я приклеил еще одно кольцо на потолок как можно ближе к стене, вырезал отверстие и просунул через него воздуховод. Лучше использовать пластиковые воздуховоды, я их даже купил, но как-то не сообразил, как подружить одно с другим из-за конструктивных особенностей, поэтому пока оставил гофру. Это максимально дешево, просто и быстро, и это временное решение однозначно не будет постоянным, потому что есть минусы, и о них расскажу чуть дальше. А пока продолжили установку модулей. Под выход канализации для розетки под посудомойку в модуле сделали отверстие, и так как этот модуль под раковину, то прошли все выпиленные места силиконом для защиты от влаги.
Самые веселые конкурсы начались со столешницы, которая должна была встать к окну, одновременно выполняя роль подоконника. Для этого бралась под заказ столешница шириной 800 мм. А сложность в том, что в этой плоскости стены нет ни одного угла 90 градусов, поэтому крайне внимательно за 77 раз размеры со стены переносились на столешницу. Лобзиком выпиливали все необходимое, чтобы не порвать обои, сделать защитный слой на стене, и начали примерять столешницу. Никто не удивился, что с первого раза она не подошла, отмерили, где нужно еще подпилить, и делали попытку номер 2, которая также не удалась. Затем в ход пошла большая точность. Тот редкий случай, когда действительно очень важна большая точность. И так у столешницы не осталось шансов, и ей пришлось подойти. Одна из основных проблем дешевых столешек то, что они вздуваются от попадания воды, поэтому все отпиленные части проходили водостойким ПВА. И на этом подошел к концу второй день. На третий день, пока на столешке сох второй слой ПВА, навесили все фасады и прикрутили ручки. За ночь столешница своих размеров не изменила и хорошо встала на свое место. Вода дырку всегда найдет, поэтому помимо ПВА на спиленные края нанесли еще и силикон. А также из-за того, что угол не 90 градусов, вот здесь видно, что насколько здесь большой зазор, а здесь вот очень мало места. И панель вот эта для фартука, она сюда не встает. Сейчас будем тут вышлифовывать, вымерять, сколько нужно выборку здесь сделать, чтобы встала сюда панель. И вот из-за таких нюансов, из-за кривых стен, из-за того, что не делают углы 90 градусов, отнимается очень много времени. Она получается миллиметр тут, миллиметр там, 2 миллиметра тут, и оно, блин, потом все не встает. Поэтому бейте штукатуров, чтобы они, блин, делали 90-градусные углы на кухне. Вот прям над душой стойте, подзатыльник, вот, на, 90 градусов делай, потому что, я говорю, блин, Рустам, сделай 90 градусов. Да! Непреодолимых трудностей нет, поэтому продолжили развлекаться с фартуком и планками. Everybody, move your body. Пока выпиливалось отверстие под мойку, моей задачей было подготовить смеситель. Я от руки закрутил подводкой к смесителю и зафиксировал крепление смесителя на мойке. Это лучше сделать до того, как мойка будет приклеена к столешнице, так получается гораздо удобнее. Под мойкой также спиленная часть защищалась от воды, и мойка приклеивалась на силикон. Смотрите, сейчас вылетит птичка. Осталось выпилить отверстие под варочную панель и облагородить все это плинтусом.
Сборка кухни стоила 15 тысяч рублей, и если бы мне было интересно, я бы без проблем собрал кухню сам, так как в прошлом доме, где я жил, я как раз собирал кухню самостоятельно. Собирал я ее тогда неделю, и та кухня была сильно проще и имела гораздо меньше деталей, чем эта. Новую кухню я бы собирал недели 2, а мои 2 недели рабочего времени стоят гораздо больше, чем 15 тысяч рублей, и уверен, многим из вас собирать кухню своими руками будет экономически нецелесообразно. И приведу еще аргумент. У меня друг недавно решил собрать кухню сам, вроде уже почти собрал, стал выпиливать столешнице место под варочную панель и сломал столешницу. Стоимость новой столешницы примерно равнялась стоимости работ по сборке кухни. И еще нюанс, что обычные столешницы шириной 600 мм можно пойти и купить в магазине, а столешницы от 800 мм, которые я поставил к окну, как правило, идут уже на заказ. И ждать ее месяц. Уверен, многие негодуют, как это так, собирать кухню 2 недели. Сейчас поясню и этот момент. Я тоже думал, да что там куча деревяшек, тут скрутил, там пропилил, хоп, хей. Плюнул, крякнул, склеил скотчем и кухня готова. Профессиональный сборщик, который собрал уже, наверное, не 100 этих кухонь, собирал ее 3 дня с утра до ночи. Я на 3-й день стою, уже все, я не могу. Я устал, я хочу есть, можно я уже поеду? Говорю, Виктор, да брось ты, я сам дособираю. Он такой, нет, я должен тебе еще выкладку собрать. Да брось ты, я сам соберу. Нет, я тебе сейчас все распилю. На 3-й день мы ушли в 23:30, а начали в 9 утра. За 3 дня получилось 36 человека-часов, без 4 часов 5-дневная рабочая неделя. И это человек, который посмотрит на запчасть, уже знает, откуда она. У меня бы только несколько дней ушло на то, чтобы разобраться, какая запчасть какой подходит и какой стороной ее вообще ставить. Виктор порассказывал интересных историй, когда люди тоже такие хотели сэкономить кучу деньжищ. И такие, да что там, сам соберем эту кухню. Через месяц звонят, мы заплатим любые деньги, только соберите. В сборке кухни действительно нет ничего такого сложного. Все задачи понятны и решаемы. Но только тогда, когда ты уже видел, как это делается, когда у тебя куча свободного времени, когда тебе не надо на работу, когда у тебя не горит переезд, когда у тебя не сломалась машина. Ну, то есть в мире розовых единорогов. Я искренне рад, если кто-то из вас в таком живет. Я, к сожалению, нет. На следующий день я прикрутил сифон, подключил воду, все пропылесосил, собрал еще одну розетку и поставил на свое место варочную панель. Она просто вставляется на защелки, которые идут в комплекте. Пленку снимать лучше в самом конце, в уже убранном помещении, и наконец-то я смог посмотреть на получившуюся красоту. Потом я еще приклеил на силикон гигиенический поддон. Это тонкая металлическая штука, чтобы от мусорного ведра и прочего под мойкой ничего не портилось, и можно было эту плоскость легко помыть. И как многие могли догадаться по началу видео, да, я переехал. 3 года, 3 года работы, пота, боли и крови. Глаз не попал, холодно быстрее. Сука, вспорол вообще тут. И иногда, когда хочешь сделать сам, получается вот так. Пол, блин, кровью запачкал. Но я это сделал. И официально пока что все еще это не дом, а объект незавершенного строительства. И по факту я въехал в стройку, но в которой уже можно жить. Я прожил здесь несколько дней и на личном опыте убедился, что что-то получилось хорошо, а что-то получилось плохо. Что-то можно доделать, переделать, а что-то переделать уже нельзя. Соберу чуть побольше статистики и уже запишу видео официально с переездом. И сейчас-то стою, у меня глаза на мокром месте, а первый день я вообще тут сидел, ревел на полу. Мне не стыдно об этом рассказывать, потому что спустя все то, что в жизни пришлось преодолеть, один только этот пожар чего стоил, и спустя 3 года у меня появляется свое жилье. Мне в жизни не просто ничего не дали, а у меня еще и забрали. И даже в таких обстоятельствах мне потребовалось 3 года. При этом большую часть работы в доме я сделал сам своими руками в одиночку. И только на последних этапах у меня появилась возможность хоть как-то себя разгрузить, потому что я уже просто начинал съезжать кукухой от количества задач. И сейчас я хожу из угла в угол, пытаюсь взяться за какую-то работу, и я не могу, потому что я хочу просто сесть, насладиться и кайфануть от того, что меня здесь вокруг окружает. Получилось очень спонтанно, но у меня были обстоятельства, что нужно было бы оплачивать следующий месяц за квартиру, плюс у соседей начался ремонт, и так как я работаю на себя за компом в квартире, то я просто не мог работать. Под шум отбойного молотка мне и свою работу не сделать, и вам видосы не записать, и просто мне вот кровь из носу нужно было как можно быстрее въезжать. Пришлось пойти на некоторые компромиссы, залезть в долги, но я нахожусь в своем доме.
Очень много что могу еще по этому поводу сказать, но, пожалуй, запишу отдельное видео и расскажу уже, как проходил переезд и все такое со всеми нюансами. А сегодня речь все-таки про кухню, и давайте пробегусь по кухне, потому что всем этим я уже попользовался. Начну с левой части. Здесь у меня дешевая столешка, но зато хорошая мойка из искусственного камня. Мойка очень мне зашла, она, во-первых, большая, сюда можно сковородку с ручкой поставить, очень удобно. Смеситель есть в цвет мойки, но его не было в наличии, поэтому, вот, так как нужно переезжать было срочно, купил то, что было. С кнопкой для фильтра питьевой воды покупать бы второй раз не стал, потому что когда его включаешь, тут брызгается во все стороны. Под мойкой стоит у меня фильтр для питьевой воды, есть они там 5-ступенчатые, у меня один из самых дешевых. Я пытался отрегулировать краном напор воды, но получается так, что тогда очень медленно набирается. Напомню, что холодная вода у меня из городского водопровода. Для горячей воды у меня в туалете висит 100-литровый бойлер, и под полом идет магистраль на кухню. Горячая вода на кухню приходит за 17 секунд, и это на самом деле долго. В квартире горячая вода приходит еще дольше, там вообще кран открываешь такой... Когда там пойдет горячая вода? Уже можно все свои дела сделать, а горячая вода так и не пришла. И прикол в том, что все это время у тебя счетчик там мотает горячую воду. Здесь у меня хотя бы счетчика на горячую воду нет. Но 17 секунд это долго, и есть пара мыслей, как в будущем сделать так, чтобы горячая вода сюда приходила быстрее. Еще вот эти всякие дурацкие бутылки с ферри здесь очень сильно портят вид, и для этого есть решение, что вот здесь делают отверстие и врезают туда диспенсер. То есть вот так вот здесь будет торчать такая штучка, от нее идет шланг, и туда ставят канистру с моющим средством. И не стоит вот эта дурацкая бутылка, не портит вид. Потому что когда мы начинаем расставлять тут все вот эти бутылки, эти губки светофорные, оно все портится. И для этого придумали решение, которое я когда-нибудь однажды буду реализовывать. Также вариант есть, что можно вот такие вот бутылочки покупать, которые подходят по дизайну, и в них переливать. Касательно мойки напротив окна, много людей там писали в комментариях, что вот у тебя, в основном женщины писали, будут у тебя капли, брызги, ну как-то вот ничего не происходит, все нормально. Бывает, да, здесь пара капель, но я переживу. Пока что я доволен, что принял решение сделать мойку вот так, напротив окна. В чем прикол? Реальная история, которую рассказал сборщик, как используется вот это вот решение, когда мойка напротив окна. Стоит, значит, хозяюшка моет здесь посуду, а там через дорогу соседний дом. И когда вот там соседка с соседкой друг с другом общаются, одна тут стоит посудку моет, окошко открывает, а другая у себя там на участке что-нибудь делает, или, допустим, на дороге там перед домом что-нибудь. И они стоят, трындят, пока одна посудку моет. Так что вот решение на самом деле прикольное. Мойку я хотел сделать посередине, но ее пришлось сдвигать влево, потому что иначе бы смеситель не давал открываться окну. Плюс, если бы она стояла посередине, было бы меньше, она бы съела тут рабочую часть, все, что было бы слева, оно было бы какое-то бесполезное. А так получилась огромная рабочая поверхность у меня сюда направо. Плюс вот сюда в глубину, вот кажется, что да, что тут 20 сантиметров. А на самом деле очень сильно расширяется рабочее пространство. И я кайфую. Вот здесь должна была быть посудомойка, но посудомойку пришлось уносить вправо. И посудомойка пока что воображаемая. Нюанс в том, что я водопроводные трубы по незнанке вывел вот сюда по центру. Они из пола выходят вот здесь, вот они торчат. А нужно их было выводить вот сюда, в этот край. Потому что посудомойка, она ставится на пол, а трубы выходят из пола, и получается посудомойку на трубы не поставить. Из-за этого посудомойку пришлось уносить вправо. Ну и пока что здесь будет жить какая-то техника типа мультиварки, чайника и прочего, но потом они переедут вот сюда. Здесь однажды появится стол, на котором будет стоять вот это все, чтобы оно там не мешало. Плюс и от чайника, и от мультиварки, и от любого другого идет пар, и чтобы вот здесь ничего не попортилось из-за пара. Такие штучки для сахара и соли нашли, подходящие по дизайну кухни. Поставил индукционную плиту на 3 комфорки, очень доволен, несмотря на проблемы с подключением. Вот эти варочные панели, они все однофазные. У меня предусмотрено 3-фазное подключение. Ну, например, у Bosch выходит 3 фазных провода, нулевой и земля, и между 3 фазными проводами просто сделана перемычка. Соответственно, если ты хочешь реализовать 3-фазное подключение, просто убираешь эту перемычку и можешь подключить ее по 3 фазам. Но вот эти вот не назову кто, сделали так, что у них вот комфорки 3, а провода фазных 2. Не 1, не 3 провода, а 2 фазных провода.
Я все это дело соединил просто винтовым клемником, у меня остался еще один лишний провод. Одна фаза с автомата у меня сейчас просто болтается. Но в будущем здесь будет стоять духовой шкаф, и я постараюсь запитать духовой шкаф от того одного болтающегося провода. Взял 3 комфорки, потому что 4 мне нахрен не надо, плюс оно получается сильно дешевле, когда 3 комфорки. И на самом деле даже 3 комфорки я никогда не использую, потому что у меня есть мультиварка, есть гриль, чайник, мне плита не особо нужна. Но не стал брать двухкомфорочную, несмотря на то, что они еще сильно дешевле, просто из-за удобства. Во-первых, из-за внешнего вида, потому что так гораздо лучше смотрится, чем вот эта узкая на 2 комфорки. А во-вторых, ну, удобнее. У тебя, когда стоят кастрюли, ты их можешь хотя бы с места на место переставить как-то и пользоваться, когда у тебя такая панель, гораздо удобнее. Здесь можем наблюдать алюминиевый классный плинтус, но который лежит. И когда стоит, это хорошо, а когда лежит, плохо. Но лежит он здесь, потому что стоя он бы не помещался вот сюда. И пытались мы со сборщиком как-то здесь придумать, чтобы он здесь лежал, а здесь стоял, но не получилось. И лучшее решение было вот пустить его лежа. Но в целом даже так выглядит хорошо. Момент, который мне Владимир говорил еще в самом начале при замерах, что я немножко напарился с вот этой вот отметкой подоконника, куда приходит столешка. Ее нужно было делать хотя бы сантиметра на 3 ниже. У меня от чистого пола до плоскости, куда приходит столешка, 84 сантиметра. И по-хорошему, вот если бы я сделал на пару сантиметров ниже, можно было бы хотя бы плинтус стоя поставить. Но так по высоте рабочей поверхности получилось хорошо. Довольно, это чуть выше, чем обычно, но хорошо, пользоваться удобно. Ящиками скрытого монтажа, вот этими я очень доволен, тоже их удобно отсюда доставать при необходимости. Вот это вот устройство мне понравилось, как оно реализовано. Работает все тоже хорошо. Есть вот такая вот история, как бутылочница. Духовой шкаф и встроенная микроволновка такие же воображаемые, как и посудомоечная машина, потому что денег нет. Вот это вот угробище стоит здесь по той же причине, потому что пока что не могу финансово позволить себе что-то получше. Открывание полок вот здесь реализовано при помощи типонов. Это такая вот штучка с нажимным механизмом. Это вот у меня аптечка. Без шуток, реально очень удобная коробка для аптечки. Верхние полки также сделаны при помощи типонов. И когда ставятся типоны, здесь ставятся обычные петли, без доводчиков. Дверки над варочной панелью без ручек, то, что называется с подхватом сделано. Ты за низ берешься и открываешь. Вытяжка стоит вот в подготовленной заранее нише, поэтому здесь все красивенько. Но есть вот эта вот ублюдская гофра. Я сейчас не буду объяснять, почему здесь гофра. Будет целый отдельный ролик про вентиляцию. Я хочу собрать единую систему вентиляции. И пока что я все это дело тестирую. Здесь стоит гофра, потому что я буду это все менять. И определенно точно я сделаю пластиковый воздуховод. Почему? Включаем вытяжку буквально на первой скорости. И мне уже нужно прям повышать голос, чтобы здесь было что-то слышно. А прикол в том, что шумит не вентилятор, не мотор вытяжки, шумит именно воздух, который ударяется вот об эти неровности, и из-за этого создается такой шум повышенный. А если был бы гладкий воздуховод, где воздуху бы ничего не создавало преград, было бы гораздо тише. С точки зрения визуала все легко закрывается, есть пластиковые кожухи такие, которые делают это все красивым. Но шуметь-то оно от этого меньше не станет, поэтому я определенно точно переделаю. Нужно будет снять верхние полки, они за счет того, как вот оно все по направляйке крепится, снимаются вот так вот, поэтому я легко это в будущем переделаю. На вытяжке есть вот подсветочка, но ее не очень достаточно, и ко мне уже едет светодиодная лента, которую я пущу вот здесь. Что меня бесило в съемной квартире, потому что там вот одна лампочка висела по центру кухни. И когда ты стоишь, что-то делаешь, у тебя получается, ты сам себе создаешь тень. И тебе, как бы ты ни повернулся из-за одного источника света, у тебя всегда тень там, где ты что-то делаешь. У меня в доме благодаря 2 светильникам и вот этой вот подсветке хотя бы у вытяжки, получается так, что я могу встать таким образом, что там, где я делаю что-то, нету тени, и все прекрасно видно. Но подсветку я все равно сделаю, потому что с ней будет еще лучше. Очень важный момент, о котором меня предупреждал Владимир, опять же, на этапах замера, что вот история у меня из-за моего косяка, что я сделал дырку не в том месте в потолке, где нужно было, да, для вентиляции. Получилось так, что пришлось вот эти шкафы делать нестандартными и делать их гораздо больше, чем нужно от стены. И дверка еще большая.
и она выходит за предел столешницы очень сильно. И Владимир сразу мне сказал, что чувак, тебе надо делать как-то по-другому, иначе будешь биться головой. Я такой, да блин, что я там, не буду я биться, все будет нормально. Но настоящие профессионалы действительно знают, о чем они говорят. И да, будешь биться головой, реально, будешь биться головой об эту штуку. Наклонишься куда-нибудь там за ящик, забудешь, что ты открыл двери, и будешь биться головой. Для этого делают специальные такие штуки, называются авентосы. Это прям целая система, которая очень интересным образом открывается вот так вот наверх. Удобно пользоваться и головой никогда не ударишься. Авентосы это примерно плюс 50 тысяч к стоимости кухни, которых у меня, соответственно, не было. Что придумали? Придумали сделать другие петли поставить. Есть петли, которые открываются больше, чем на 90 градусов. Вот такой вот интересной конструкции петли, которые чуть дальше открывают дверку, и она прям практически не выходит, вот буквально чуть-чуть за уровень столешницы. И специально сделали на одной двери такие петли, а на другой двери обычные поставили, чтобы я попробовал, как оно работает. Мне вот те петли понравились, в принципе, можно и сюда поменять просто здесь две петли на другие, которые будут вот эту дверь открывать туда дальше, чтобы я не бился об нее головой. Это вот на ближайшем будущем будет сделать. По посудосушителю тут, в принципе, ничего интересного, это просто самая дешевая штука, которая была. Единственное, знаю только еще такой момент, что у меня вот стоят вот эти вот поддоны, куда все капает, а есть другая конфигурация кухни, и люди некоторые делают так, что у них вот эти поддоны они убирают, и мойку располагают вот здесь, чтобы у тебя вот посудосушилка была над мойкой, и получается у тебя потом с посуды все капает в мойку. Уж не знаю, как это действительно работает на практике, но я слышал положительные отзывы. Очень мне нравится вот эта вот история с дотяжкой у петель, когда ты можешь просто так хлопнуть дверью, а она сама закрылась. По-моему, реально кайф. На самом деле многие люди просят отключить. По-моему, реально кайф, когда оно само делает вот так. Многие люди, как мне сказал Виктор, сборщик, тут есть вот отключалка вот этой дотяжки, можно прям отключить, и будет обычная петля как будто бы. Многие люди просят отключить, им почему-то не нравится, но я прям кайфую с этого. Ну и не косячит, конечно же, только тот, кто ничего не делает. Был косяк и в этот раз, но, как говорится, не бывает худо без добра. Сейчас объясню. У меня здесь воображаемая посудомойка, и посудомойка должна открываться не вот так вот, а на себя должна вот так вниз отодвигаться. И у этого фасада не должно было быть дырок под петли. Здесь не нужно было делать присадку под петли. Соответственно, когда ты прикручиваешь фасад к посудомойке, крепление может попасть вот в это место, и будут веселые конкурсы, как закрепить фасад на посудомойке. Но если бы здесь не сделали петель, то пришлось бы либо дырку вот так вот оставлять, и было бы, жутко некрасиво, либо пришлось бы как-то там что-то мудрить со скотчем и так далее. Но в итоге Виктор сделал здесь, просто поставил, чтобы оно на петлях вот так вот работало, и выглядит красиво, и поставить можно что-то пока что, потому что все такое дешевое, что я не знаю, когда у меня будет посудомойка. И так как это рекламация, потому что здесь не должно было быть вот этих отверстий, мне буквально на следующий же день изготовили еще один такой же фасад. И потом, когда приедет посудомойка, я просто сниму вот это вот отсюда, и другой красивый фасад повешу на посудомойку. Так что вот все бы так косячили, когда косяк пошел во благо. Вот эта вот история называется «Тещин угол», потому что хрен доберешься, типа, посадить туда тещу. Придумают же люди. Еще не рассказал про крепление столешки. Здесь вот есть такие планки, и просто туда ввинчивается саморез, прикручивается столешка. Изначально я планировал другую конфигурацию кухни без вот этого пенала от пола до потолка, потому что я боялся, что здесь будет мало места. И столешка должна была идти вот здесь до конца, до окна, и верхней полки, соответственно, также. Я думал, что будет больше воздуха, и тогда точно места хватит. Но его и так оказалось более чем достаточно. Но из-за этого конфигурация-то предусматривалась другая, и поэтому я чуть промахнулся с розетками. У меня здесь две розетки получилось, и вот две розетки еще здесь, которые закрылись будущим шкафом и микроволновкой. И получается, что не хватает здесь еще двух розеток. И, возможно, когда будет стол, я буду либо вот это использовать, либо как-то протащу от плиты, или там у меня еще есть один кабель, буду как-то тянуть его по низу, не знаю. Вот у меня еще для вытяжки здесь отдельный провод был предусмотрен, я через накладную розетку подключил пока что, чтобы работало. Но в целом получилось нормально, потому что здесь специально оставлено расстояние, так как должна быть конвекция. У духовой шкаф и микроволновка, они же нагреваются, и там воздух должен выходить, и поэтому там есть зазор, чтобы циркулировал воздух, и все не перегревалось. И вот в эту щель получилось как раз идеально, что можно воткнуть любую вилку. И еще розетка предусмотрена под посудомойку,
Вот там вот стоит розетка, но нужно было, делать не одинарную, а двойную розетку. Что-то я как-то не сообразил. И еще во многих вот в американских фильмах особенно можно наблюдать, у них у каждого на кухне есть измельчитель. Вот здесь у них установлен, то есть туда скидывают пищевые отходы и там все это измельчают. Я почитал, посмотрел, но себе ставить не стал. Особенно с моим септиком я подумал, что это будет не очень хорошая идея. Я у нас-то вот этого вообще ни у кого не видел, как это не распространено. Много брал там жилья в аренду очень дорогого, но нигде лично попользоваться не довелось. Если кто-то пользовался, напишите в комментах, интересно, почитаю. А также вдруг у кого-то есть еще какие-то идеи, как можно усовершенствовать пространство кухни. Итак, сколько стоит вся эта красота? Кухня вышла 200 плюс. И когда я услышал, сколько это будет стоить, мне стало плохо. Я пошел в Леруа, хожу, смотрю, примерно кухня та, которую я хочу. Подхожу, смотрю, сколько стоит. 300. Я такой, ага, ясно, понятно, пойду я это самое у тракториста. Пошел смотреть дальше, еще вот эта кухня похожа на то, что я хочу. Подхожу, смотрю, сколько стоит. 400. Да что происходит? У меня машина стоит дешевле, чем эта куча дров. Откуда 400? Я как будто только вчера по Икее ходил, смотрел кухни за 40. Откуда 400? Пошел я в Аби, смотрю, там оказалась кухня за 50. Но у цифры 50 есть звездочка, а под звездочкой написано, что значит эта кухня без ручек, без столешницы, без плинтуса, без стеновой панели, без мойки, без. И когда ты все это вместе соберешь, 50 там даже пахнуть не будет. И это стандартная модульная кухня, которая в 2 раза меньше размером, чем моя. Самая дорогая кухня в Аби, более-менее похожая размером на мою, стоила 134 тысячи. Но это опять же без. Добавляем это все туда и получаем 200 плюс. Это стандартная модульная кухня. Если сюда ставить стандартную модульную кухню, вот здесь будет зазор, вот здесь будет зазор. Не будет возможности сделать вот эту красоту в виде стройной техники. Мы получаем посредственный внешний вид, посредственное качество. И, как ни странно, в современных условиях кухня на заказ может быть даже выгодной сделкой. Это тот случай, когда я от души, от чистого сердца оставлю все контакты Владимира в описании. Кому нужна хорошая кухня по адекватной цене по Питеру и области, обязательно обращайтесь. И, по-моему, лучшее подтверждение компетенции человека – это результат работы. И результат работы получился просто отвал башки. Я получил именно то, что я хотел, дешевле, чем в сетевых магазинах. И пройдя все вот эти вот этапы по производству кухни, я на личном опыте убедился, чем отличаются стандартные модульные кухни от кухонь, изготовленных на заказ, где есть технолог, где все под тебя проектируется вплоть до миллиметра, потому что каждый вот зазорчик, там все выверено до миллиметра, чтобы именно тебе было удобно пользоваться. Когда тебя проконсультируют по всем вопросам, что как удобнее расположить, потому что ты там не все можешь знать, в чем-то ошибаться. Нюансов по кухням оказалось просто очень много. Кухня на заказ — это реально на несколько ступенек выше, чем вот эти стандартные модульные истории. И ни одна модульная кухня не будет обладать таким внешним видом. И опять же, благодаря Владимиру удалось ускорить переезд, за что огромное человеческое спасибо. Моя мечта о своем доме с красивой кухней исполнилась, и вам я желаю исполнять свои мечты как можно чаще. Несмотря на новоселье, впереди меня еще ждет очень много работы, о чем я расскажу в следующем видео.